Так, друзья мои, какой же самый лучший индикатор для торговли? Это один из самых часто задаваемых вопросов от новичков, я уже немного устал на него отвечать, поэтому в сегодняшнем выпуске мы раз и навсегда закрываем эту тему. Вы узнаете, что, когда, с чем использовать, как это дело комбинировать и как избегать ошибки. Если вы новичок и ищете ответ на этот вопрос, то это видео Грааль священный для вас. Обязательно смотрите до конца, и вы узнаете все интересующие ответы на ваши вопросы. Поехали! Так, ну что, торгуем два разных, но очень полезных вместе индикатора. Первым делом, конечно же, мы настраиваем наш рабочий таймфрейм. Это 3 минуты. Обратите внимание, нам нужен именно 3-минутный график. Первым индикатором у нас является супертренд, периоды его 9 и 3. И второй помощник – осциллятор стохастик. Вы его все прекрасно знаете. Период 12 и тип скользящий, обратите внимание, пожалуйста, EMA. Я немножко поигрался с его внешним видом. Это все абсолютная вкусовщина. Тут можете делать, как вам хочется. Ну что, разбираемся с сигналами. Смотрите, это самое основное. С супертрендом все понятно, все просто. Он нам сам дает сигналы. Sell – это продажа, и Buy – это покупка. Красная и зеленые линии, все понятно, все просто. Без дополнительных индикаторов, конечно же, далеко не уедешь, поэтому мы и используем стохастик осциллятор. Смотрите, очень важные зоны – это ниже и выше его центрального канала. Зона перепроданности и перекупленности. Что они означают? Перепроданность – это пик продаж. И когда индикатор выходит из зоны перепроданности, обычно начинается разворот. Смотрите, как вот здесь у нас идеально совпадает это с графиком. Цена остановилась и отскочила в этот момент. Был кратковременный рост. Правильно? Есть. Затем мы пошли вниз до очередной зоны перепроданности. Эти участки стохастика – это красный флаг, зона опасности. Но они работают не всегда. Это мы разберем еще в процессе торговли. Вот здесь у нас вообще была идеальная ситуация. Супертренд дает сигнал на рост, когда пробита его красная линия. Еще ранее была перепроданность, мы ждали с вами разворот. Давайте прочерчу. И еще плюс стохастика в том, что он быстрее. Это наш дополнительный сигнал, да? У него тоже есть, кстати, две линии. Зеленая сверху означает, что должен быть рост. Хотя, стоит признать, этот момент был не лучшим примером. Так, давайте будем торговать эту комбинацию, которая иногда еще умудряется конфликтовать друг с другом. Увидите это все уже на новой валютной паре. Поехали. Так, друзья, первая ситуация. Возможность для хорошей сделки. Входим в лонг. Сразу же разберем всю ситуацию. Ранее был выход из зоны перепроданности. Легонько коснулись перекупленности, и сейчас прямо по центру стохастика мы движемся вверх. На графике это отражается отскоком, который слегка затормозился, откатился, и вот зайдет опять в зону перекупленности. Кстати, зеленая полоса у нас по стохастику сверху, поэтому в микромасштабе все прекрасно. Не забываем обязательно про второй индикатор, супертренд, с ним все так же хорошо, сигнал на покупку был давно. Обратите внимание, какой он был неудачный в моменте. Да, то есть прямо после buy у нас был отскок вниз. Поэтому без помощников супертренд бесполезен. И даже, наверное, немного будет опасен. Начнем мы наше сегодняшнее обсуждение индикаторов как раз с него, вернее с его категории. Это индикаторы следования за трендом. Это алгоритм, который позволяет нам узнать направление ценового движения, соответственно. Небольшая пауза, друзья. Сделка в плюсе, прекрасно. Я пока останусь на том же графике, не меняю его как раз по причине наличия сигнала от супертренда. Он сохраняется в лонг. Возможно, мы еще откроемся. Индикатор недавно нам сообщает об этой тенденции, поэтому мы ее и торгуем. Давайте продолжим, окей. Уточним. Тренд запущен, да, мы на старте. При этом до перекупленности, вот здесь вот у нас еще есть с вами место. Думаю, что котировка развернется примерно на уровне вот этом. Может быть немного выше или ниже, но наш ориентир стохастик. Пока осциллятор дает нам сигнал на рост, мы идем вслед за ним. Сейчас речь идет как раз о трендовых индикаторах. К ним можно отнести супертренд, все типы скользящих абсолютно, параболик SAR, облака Ишимоку и еще много другое. Очевидно, что они хороши для указания трендов, а еще для подтверждения смены ценового движения. Но у них есть очень серьезный недостаток. Друзья, они запаздывают. Все трендовые индикаторы запаздывают. А я как раз вам показал это в прошлой сделке.
тренд уже сменился, а индикатор только-только начал нам давать об этом знать. Как результат, мы будем входить в невыгодные позиции, если будем использовать только трендовые индикаторы. Так, ну что, фиксируем очередную прибыльную сделку и можно уже готовиться к открытию следующей. Обратите внимание, что мы уже на границе перекупленности. Это неудивительно, учитывая размер последней свечи, согласны? Поэтому осцилляторы — это более быстрые индикаторы, которые показывают нам точки перегретости рынка, но они почти бесполезны во время ярко выраженного тренда. Давайте еще одну сделку в лонг. Я почти на пике открываюсь, стохастик перегрет, но вполне себе у нас может еще цена на одну свечечку порасти. Давайте посмотрим, что происходит с ценой в общих чертах. Это тоже очень важно. Можно провести наклонную линию тенденции. Она, кстати, идеально совпадает с супертрендом. В нижней части у нас произошел разворот, плавная остановка. Мы перестали падать и развернулись. Да? Конечно, в такой ситуации привыкший к снижению осциллятор сразу же уйдет в перекупленность. Это нормально. Более того, во время снижения он почти всегда будет в зоне перепроданности. То есть использовать их поодиночке можно только в боковом рынке, где цены действительно часто разворачиваются от уровня к уровню. И все. Но если у нас сейчас есть более интересно зарождающее трендовое движение, то осциллятор, скорее всего, станет справочным, почти бесполезным алгоритмом. Так что смотрим. Приходим, в общем, к выводу, что нужно использовать именно комбинации индикаторов, а не их по отдельности. Так, друзья, ну что, сделка в плюсе, тем не менее, все не так радужно, как хотелось бы. Возможен вполне себе разворот. Будем искать новую пару, не будем искушать судьбу. Ну что, думаю, вы уже начали понимать, насколько наивен вопрос о самом лучшем индикаторе. К сожалению, новички не только не знают, как всем этим пользоваться, но они даже не понимают, где брать по-настоящему ценную и правдивую информацию. Я считаю, что в становлении жизни трейдера очень важным аспектом является общение с более опытными людьми. К счастью для вас, я веду свой телеграм-канал, ссылки на который оставлены в описании к этому ролику. Без лишних слов, друзья, если вы хотите разобраться в трейдинге, получать актуальную информацию, по-настоящему ценную, переходите и подписывайтесь. Там я каждый день делюсь с вами опытом своим и разными фишками, которые использую на постоянной основе. Плюс вы сможете поторговать со мной в разных проектах и заработать свой первый капитал, получить опыт и пообщаться со мной лично. Переходите, подписывайтесь, я жду вас. А теперь давайте устроим эксперимент. Я вхожу в рынок на явном снижении. И у нас есть тут конфликт индикаторов. Смотрите. В первую очередь нужно указать пробитие вот этого уровня, которое как раз совпадает с сигналом супертренда на продажу. Правильно? Есть. Вроде бы все четко. Есть разворот актива, жесткий, уверенный пробой со стороны продавцов. Но фактически имеем канал с успешным выходом вниз. Вот только стохастик перепродан. Я допускаю, что в этой сделке у нас будет минус именно из-за этого, потому что мы вошли на перепроданности стохастика. То есть фактически у нас здесь нет никакого явного тренда, а цена действительно резко ушла вниз, поэтому данный сигнал осциллятора стоило бы принять во внимание. Продолжения не будет, но моя цель сегодня показать вам именно как раз суть их работы. Сейчас мы определяем, кто не врет: супертренд или перепроданный стохастик. И судя по всему, здесь победа достается осциллятору. Да, друзья, мы закрываем сделку в минус, ничего страшного. Сейчас я сменю актив и это дело компенсирую. Снова экспериментируем и снова игнорируем осциллятор. Хотя я уверен, что здесь это уже будет оправдано. Так, смотрите, наш стохастик теперь перекуплен. Но мы с ним не считаемся по ряду целых причин. Тут опять верим супертренду, потому что у нас есть значимое пробитие вот этого ключевого уровня. Это гораздо сильнее, чем было в прошлой валютной паре, поэтому ни о каких перегретостях речи быть не может. Мы в пробое на очень мощном уровне устоявшегося восходящего тренда. Напоминаю, что когда есть тенденция, осцилляторы практически бесполезны. Смотрите вот сюда. У нас есть перепроданность. И что было с ценой? Просто совместим эти участки и сделаем вывод. Актив постоянно падал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сделок, которые мы упустили. Вот так работают перепроданности и перекупленности, когда актив реально растет или реально падает. То есть, когда есть тренд, осциллятор бесполезен. У нас есть концовка, закрываем сделку в плюс. Ну, давайте сменим график на что-то более интересное.
Решил снова попробовать себя на долларе канадцу. Здесь я уже входил в минусе совсем недавно. Но актив, что удивительно, он не пошел вверх. Он остановился там же. Раз так, даем супертренду второй шанс. Стохастик, разумеется, у нас все еще перепродан. Это нормально. Но раз нет роста, значит будет снижение. Возможно, мы в начале вот такой вот стадии, при которой было очень плавное поступательное снижение вниз. Узнаем правду через минуту. И сейчас я понял, что в этой ситуации нам крайне не хватает индикатора объема, друзья. Увы, они не представлены в терминале, но как раз здесь они могли бы нам подсказать. Это особая категория, которая подсчитывает количество и масштабы сделок, которые открыты в моменте. С их помощью можно оценить давление покупателей, давление продавцов и понять, кого же на самом деле больше. И просто следовать вслед за китами. А еще можно, кстати, с помощью этого находить дивергенции. Все это заслуживает отдельного ролика, поэтому углубляться не будем. Сделка позади, я плавно перехожу к подготовке к финальной части серии. Поехали. Так, друзья мои, вот просто идеальная сделка в рамках нашей сегодняшней стратегии. Никто не конфликтует, полная индикаторная гармония. Давайте разберемся. Это вот прям мед для моих глаз. Смотрите, во-первых, у нас зеленый супертренд, явный сигнал к росту. Берем за основу. Его линия четкий граница поддержка, понимаете, да? Я уже начал заговариваться. И зеленая линия по индикатору стохастик тоже у нас сверху. Какой-никакой, но сигнал. И также зона 20 по стохастику, как линия поддержки. Поэтому просто имеем тихий мирный боковичок и два согласованных сигнала. Просто ждем прибыль, друзья. Вот так вот, понимаете, комбинируя индикаторы, можно забирать классную прибыль с рынка. Отдельные индикаторы, честно вам скажу, никто не использует по отдельности. Но и засорять ими свой рабочий терминал тоже не следует. 2-3 индикатора, с которыми вы умеете работать, на тех типах рынка, которые вы уже также видели, результат. Все. Все остальное отрабатываем на демо-счете. У нас сделка в плюсе, все просто шикарно. Давайте подведем итоги. Ну что, как вы поняли, идеального индикатора не существует, к сожалению. Всем бы хотелось иметь золотую кнопку, но такого просто нет в природе, иначе бы это не было нашим ремеслом. Знакомство, друзья, начинайте с 2-3 индикаторов, не более того, не нужно браться сразу за все. Отберите 2-3 интересных, которые вам понравились, начните с ними знакомство, записывайте всю проделанную работу, и я вас убеждаю, через месяц вы обязательно добьетесь результата. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, этот видос вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях темы к моим новым видео. Что, честно говоря, у меня уже немного заканчивается. Всех был рад видеть, до встречи на моем канале, пока.